Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Фитошоу. Сегодня речь пойдет о сирени. Сирень – это настоящее чудо природы. Она бывает разная – бело-розовая, лиловая, бордовая, светло-голубая. Сирень – это растение с роскошными яркими цветами и таким ароматом, перед которым просто невозможно устоять. Красота и дурманящий аромат цветущих кустов привлекает и пчел, и стрекоз, и людей. Кажется, мы знаем все об этих цветах с приятным тягучим ароматом, а может и не все. Многие, срывая веточки сирени и ставя их дома в вазу, не догадываясь, что сирень не только красиво цветет, но и способна оздоровить наш организм. Чтобы разобраться, чем именно полезна сирень, а когда может и навредить организму, давайте узнаем больше о лекарственных средствах из этого растения. Независимо от сорта и вида, сирень обладает лекарственными свойствами и ценится в народной медицине. Это растение, обычно известное как куст, может вырасти до 3-4 метров в подходящих условиях. Цветы довольно эффектные, распускаются весной, это апрель-май. В настоящее время известно около 22 разных видов растений. Они отличаются размером стеблей, цветов, формой кустов и соцветий. Самыми полезными свойствами обладают цветы сирени, которые только-только начинают распускаться и находятся еще в виде бутончиков. Растение обладает противовоспалительными, жаропонижающими и антисептическими свойствами. Польза и вред сирени для организма очень разнообразны. В сирени содержатся смолы дубильные вещества, производные кумарина, витамин С, флавоноиды, фитонциды, вещество сиренгин, алкалоиды, эфирные масла. Полезные свойства зеленых частей растения до сих пор изучены не до конца, но даже на основе данных на сегодняшний день сирень можно считать очень ценной для организма. Для приготовления лекарственных средств чаще используют цветы сирени, реже листья, почки и кора кустарника. Итак, чем полезна сирень? Сирень оказывает жаропонижающее действие при гриппе, простуде, способствует выведению лишней жидкости из организма, оказывает мочегонное действие, поэтому применяется для профилактики и лечения камней в почках. Эффективно при болях в суставах и радикулите. Считается, что спиртовая настойка сирени – это одно из лучших средств народной практики в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Также она снижает глюкозу в крови и приносит пользу при сахарном диабете. Это растение оказывает сосудорасширяющее действие, поэтому помогает при мигрени и варикозной болезни. Еще сирень оказывает омолаживающее действие на кожу. Если есть возможность применить свежую цветущую сирень на благо собственного здоровья, следует это сделать. Чай из цветков принимают при лечении простуды, гриппа, насморка и коклюша. Настой и отвар листьев сирени эффективно заживляет гнойные раны, оказывает противовоспалительное, обеззараживающее, антибактериальное действие. Можно сделать и настой из цветков. Приготовить это лекарственное средство очень просто. Заварите 1 столовую ложку сухих цветков 1 стаканом кипятка. Укутайте, через полчаса процедите. Пейте при лечении радикулита, ревматизма, полиартрита, мочекаменной болезни, поноса, заболеваний органов дыхания, как противокашлевое средство. По 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки. Как готовить настойку из цветов сирени? Особого рецепта нет. Настойка готовится обычным способом. 100 грамм свежих цветов залить литром водки. Настаивать 3 недели, процедить. Применение настойки из сирени достаточно широкое. Настойку можно использовать для компрессов и примочек, при ушибах, ссадинах, растяжении связок, накладывать на 30 минут. Как растирание при боли в суставах. При мигрени смочите ватный диск и протрите лоб и виски. При ангине и ларингите разведите 1 столовую ложку на 100 мл воды и полощите горло 5-6 раз в день. При кашле перед сном натирайте спину, грудь. Внутрь настойку принимают по 30-40 капель 3 раза в день перед едой. Курс около месяца. Но в этого растения есть и противопоказания. При приеме внутрь препаратов на основе сирени необходимо соблюдать осторожность и обязательно проконсультироваться предварительно с врачом. Употреблять лекарственные средства на основе сирени нельзя. При острой почечной недостаточности, при панкреатите, язве и гастрите в острой фазе, при беременности, лактации, при аллергии на сирень. В заключение можно сказать, что цветки сирени – это универсальное доступное средство, которое может помочь нам ускорить выздоровление от простуд и вирусных заболеваний за счет патогонного и жаропонижающего эффекта. Также в цветках имеются антибактериальные вещества, которые помогут справиться с различными воспалениями. Помните, что ботаники зачисляют сиреневые кустарники к ядовитым растениям, поэтому с особой внимательностью следует готовить лекарства, четко соблюдая указанные дозировки. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.